Всем привет! У нас сейчас 6 утра, мы уже выдвинулись в путь. Сегодня второй день, как мы находимся в Медельине, и мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в этом районе. На гору, в городе Гуатапе. Рядом с Медельином есть красивый городок под названием Гуатапе, где расположена скала Эль-Пиньоль или Эль-Пиньонь. В общем, когда мы туда поедем, мы посмотрим и узнаем точное название. Сегодня мы будем кататься на лодке по большому водохранилищу. Поднимемся на высоту 220 метров, поднимемся на 675 ступенек вверх и посмотрим одну из резиденций Пабло Эскобара, со стороны вообще, посмотрим, как она выглядит. Что нас ждет на этой экскурсии, вы увидите дальше. Интересненько. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Наша первая остановка, мы приехали на завтрак. Я хотел сказать, что я уже давным-давно забыл, как это вообще, когда ты покупаешь экскурсию за $35, а тебя кормят 2 раза. Завтрак и обед у нас будет включен в программу. В общем, неплохо, мы подошли, нам здесь выдали яичко, сырочек, хлеб, масло, какая-то местная лепешка. Сейчас попробуем, что это. Кофе и сок. Мы наконец-то приехали к нашей первой остановке. Единственное, что у нас поменялся маршрут. Перед тем, как лететь в Колумбию, я постоянно смотрел прогнозы погоды и переживал, что здесь везде показывает дождь. Но вчера, когда мы первый день гуляли по Медельину, погода была очень хорошая, только вечером начался сильный дождь. Я подумал, что в принципе все хорошо, и прогноз погоды обманчив. Но сегодня целый день идет дождь, мы уже приехали к водохранилищу. Я сейчас покажу, как выглядит это водохранилище. Интересно то, что затопили всю эту местность в 1978 году. Где-то там вдалеке находится скала, основная наша достопримечательность, вообще основная цель нашей сегодняшней поездки. Вот здесь очень много островков, раньше находилось поселение, но людей переселили в другое место. Здесь есть 2 города, один называется Гуатапе, а второй называется Эль-Пиньонь. Вот, мы сейчас остановились немножко подождать, чтобы поменялась погода. С той стороны есть церковь, прогуляемся, посмотрим. И как нам сказал наш гид, здесь внизу у нас в поездку, в наш тур вообще включена прогулка по этому водохранилищу. Около часа мы будем плавать, возможно, мы сейчас поплаваем, а потом уже будем двигаться к скале, потому что самое главное это виды со скалы, но тучи, дождь, туман. Посмотрим, что нас будет ждать дальше. Так, ну что, наконец-то мы добрались. Самая главная достопримечательность, куда мы очень сильно хотели попасть. И просто посмотрите на это. Это камень Эль-Пиньоль. Будет очень много интересных фактов. Во-первых, это 3-й по размерам в мире камень. Высота этого камня 220 метров. 2/3 этого камня находится под землей. Вот здесь 654 ступеньки. Интересно то, что впервые поднялись на этот камень в 1954 году, и подъем занял около 5 дней. Тогда еще не было ступенек.
Не знаю, как они поднимались. Потом говорят, что протянули веревку, лестницу на веревке. Так поднимались, но это было очень экстремально. Сейчас здесь поставили бетонные ступеньки. Сейчас пойдем наверх. Конечно, с погодой нам не повезло. Но ничего. Я надеюсь, сейчас закончится дождик. Нам здесь дали 1:40. Я думаю, что мы даже сможем полетать на дроне. Но потому что вокруг очень крутые виды. Здесь водохранилище вокруг этой горы. Вход на гору стоит 20 000 колумбийских песо. Вот, посмотрим, сколько займет у нас подъем и какие виды там открываются. Я сначала подумал, что это какой-то фуникулер, но это просто, наверное, поднимают вещи или продукты наверх. Нам еще гид сказал то, что здесь можно заказать экскурсию, но летают в основном только после обеда. $70 полет вокруг горы и вокруг водохранилища, точнее над водохранилищем. $70 человека. Цена, в принципе, нормальная. 10 минут. Да, камень, конечно, вживую выглядит очень круто. На фотографиях все совсем по-другому. Здесь есть магазинчики, рестораны. Очень холодно, кстати. В Медельине очень холодно. Мы думали, что будет немножко потеплее, но как-то так. Что-то не капает. Мы поднялись, но мы, как всегда, очень фартовые. И когда мы поднялись наверх, все покрыло туманом. И начался сильный дождь. Поднимались мы 13 минут наверх. В общем, это было не так легко. Надо заниматься физкультуркой. Вот, здесь все прячутся под таким навесиком. Сейчас я быстренько из-под навесика выбегу, посмотрим, что здесь есть. Что вообще, какой вид. Какой дождь. Главное, чтобы камера не намокла. Блин, жалко, конечно. Наверное, если бы не было дождя, виды были бы крутые. Вон, пойдем посмотрим с той стороны. С той стороны, кажется, вообще все еще хуже. Но это не самый верх. Самый верх там дальше. Это мы прошли 644 ступеньки. Там, кстати, везде надпись. Я думаю, что ступенек больше. А с этой стороны вообще ничего не видно. Жаль, жаль. Я все-таки надеюсь, что скоро закончится дождь, и я смогу полетать на дроне. Ну, потому что, я думаю, будет очень круто. Посмотрим, что еще здесь. Так, здесь выше, кстати, 675. А говорили 644. О, там есть еще на вышку можно подняться. Интересно, что здесь? О, тоже что-то видно. Да. Вот, мы оттуда поднимались. Там парковка. Скажи, как тебе? И музыка закончилась. Пойдем дальше. Так, здесь еще какая-то башня. Мы на нем... О, здесь самый топ. Так. Но, в принципе, ничего не меняется. Вид все такой же грустненький. Оп, здесь разведнелось вроде. Дождь сильный, конечно. Так. Да, я видел, отсюда красивые фотографии делают. Вот так, как парни. Вот моя бубочка. Так. Оп. А вот лестничка, по которой мы поднимались. Часть открытая, часть закрытая. И еще одна минутка интересных фактов. Здесь раньше на территории этой местности проживали индейцы Тахамис, и они поклонялись этой горе, точнее, они считали эту гору священной. Вот. А поклонялись они рыбе под названием Баталетта, какое-то божество. В общем, когда они разгневали богов, индейцы, вот, боги наслали на них кару, и небеса начали опускаться. И как они утверждают, как есть поверье, что эта рыба выпрыгнула с океана, с моря, и полетела навстречу небесам, и спасла их, и окаменела. И вот так вот появилась эта гора. Ну, то есть это одна из таких интересных версий. Это замечательная версия. Интересный момент еще то, что рядом с горой находятся два города. Один называется Эль-Пиньоль, второй называется Гуатапе. И эти города постоянно между собой соревнуются, кому принадлежит все-таки гора, Гуатапе или Эль-Пиньолю. И в итоге, чтобы никого не обижать, чтобы не заманивать туристов в свой город по отдельности, они решили назвать гору гора Эль-Пиньоль де Гуатапе, чтобы никому не было обидно. Так, Кать, ну что ты скажешь, тебе понравилось?
Мне очень понравилось, несмотря на дождь. А кто был на этой горе в дождь? Мы были. Очень круто. Единственное, что жалко, мы не полетали, да? Да. Ну ничего. Все, сейчас будем собираться, уже двигаемся в сторону автобуса. Мы сейчас, скорее всего, как раз поедем в один из городов, наверное, в Гуатапе. Там у нас будет обед. И после этого нас ждет прогулка на лодке по водохранилищу, вот, про которую я уже рассказывал ранее, которое здесь создали 40 лет назад. Мы в Гуатапе. Мы приехали в соседний город. Вот, прогулялись с гидом, нам показали, какие здесь есть достопримечательности. Мы сейчас тоже пройдемся, пофотографируемся, снимем, потому что очень много людей было, слушали информацию. Вот, город очень красивый. Здесь мы будем обедать скоро. Нам дали около 2,5 часов свободного времени. Город Гуатапе, в принципе, это чисто туристический городок, потому что после того, как здесь сделали водохранилище, людей переселили, новый город, и славится он тем, что здесь везде все разноцветное. Гуатапе считается вторым городом в мире по красоте, то есть, ну, типа самым разрисованным вторым городом в мире. Первый город находится в Китае. Мы сейчас на центральной площади. Я, кстати, обратил внимание, что там есть рыба. Может быть, это как-то связано с легендой, которую я рассказывал. Легенда про камень. Вот. Пойдем посмотрим, что здесь. А сейчас, мне кажется, как будто я в Анталии. Улица с зонтиками. А я не Хан из сериала «Канал», да? Да. Погода нас не перестает радовать. Все так же идет дождь. Здесь все фотографируются на фоне зонтиков. Такие красивые колоритные улочки. Вообще свою популярность этот город получил после того, как все местные жители вместе с полицией, с военными стали разрисовывать свои дома разный цвет и выкладывать внизу каждого здания керамическую плитку с разными узорами, разными формами, разного цвета. Это называется здесь зоколос. Я сейчас покажу, что это такое. У каждого дома есть свой рисуночек внизу. Например, здесь вот такой. Все очень много. Здесь вот птички нарисованы разные. Причем в каждом разная птичка. Здесь ослик, мужчина. Очень красочный, колоритный городок. Я думаю, что если бы не было дождя, здесь было бы просто шикарно. Но надеемся на лучшее. Я думаю, что дождь скоро закончится. И вот, кстати, вроде ничего необычного, но я слышал такую информацию, что, например, если человек занимается обувью, то у него как раз внизу эти зоколес, на этих зоколесах изображено его ремесло, например, вот, да, обувник, например, ремонтник обуви. Вот тоже очень крутые картинки, жирафы.
Мы вышли на набережную, а здесь вот такой вот вид. Огромные птицы, я не знаю, как они называются, они просто сидят и сушат свои крылья. Один и там дальше второй. Вот. Необычно. Наверное, с этой набережной начинаются также круизы по водохранилищу. Водные мотоциклы, джетски, лодочки. На центральной площади города находится красивая церковь. Туда можно зайти, вход бесплатный. А напротив как раз есть фонтанчик. Наверное, здесь по вечерам проводят какие-то мероприятия интересные. Может, кто-то играет, музыка, поет кто-то. Вот, в общем. Сейчас, наверное, полетаем на дроне и посмотрим, как город выглядит сверху, потому что вроде погода наладилась. Ну что, мы пришли на обед. Я хочу вам напомнить, что наша экскурсия стоит $35, в которую включен завтрак, хороший достаточно, и обед. Курица, рис, фасоль, бананчик, салатик, сок. Все это включено. Еще и столько красивых мест посмотрели. В общем, круто. Приятного аппетита. Мы приехали на пирс. Говорят, что наша лодка будет это. Там наверху уже сидят люди. Всем выдают билеты. Ну что, погода наконец-то наладилась. Мы сейчас на трехэтажной лодке поедем по заливу, по водохранилищу, вернее, Гуатапе, и будем смотреть резиденцию Пабло Эскобара и какого-то очень крутого наркобарона, Колумбийского спортсмена. Говорят, что когда затапливали здесь всю территорию, находилось несколько поселений и одна церковь. Мы сейчас подплываем, видно крест. Понятное дело, что его приделали, поставили, но здесь под водой был поселок и была церковь. Мы сейчас проплываем резиденцию Пабло Эскобара, которая называется Ла Мануэль. Это одна из его любимых резиденций, которая находится на этом водохранилище недалеко от горы Эль Пиньон. Интересно то, что эту резиденцию подорвала группировка Лос Пепес, которую финансировал картель Кали. Они подложили бомбу в ванную комнату, точнее не бомбу, а 200 килограмм тротила. Подложили в ванную комнату, произошел взрыв. Вот. Здание практически полностью было разрушено, осталось там пару помещений, но в итоге никто не стал восстанавливать это здание, его сейчас забросили. Говорят, что здесь была огромная территория, причал, гидропланы сюда прилетали, вертолеты. В общем, очень круто. Además, recuerda hacer el uso de los baños en el primer piso. El grupo de Nelson, recuerda que hacemos regreso a la ciudad de Medellín. Все члены семьи, кто сейчас живые, Пабло Эскобара, они отказались от этой земли. Вот,
правительство решило ничего не восстанавливать. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Ну все, наша поездка по озеру закончилась. Мы плавали где-то около 30 минут. На самом деле нам говорили, будет час, но это не столь важно, очень красиво. Мы паркуемся. Вот здесь очень много больших лодок было, некоторые уже отплыли. Вот. Сейчас будем садиться в автобус и двигаться уже в сторону Медельина. Ну что, мы наконец-то вернулись домой, мы уже в Медельине, возле нашего отеля. Экскурсия была очень крутая, ссылочку на экскурсию я прикреплю в описании этого видео. Мы сегодня съездили на гору Эль-Пиньоль, поднялись на 644 ступеньки вверх. Вот. Мы сегодня попали в дождь и было солнце. В общем, нам все очень понравилось. Мы покатились на лодочке по водохранилищу. Мы погуляли по очень красивому городу Гуатапе. Я всем рекомендую эту экскурсию. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо, до скорых встреч!